Всем доброй ночи. Не обращайте внимания на звуки, дорогие друзья. Это у нас алкаши через 3 этажа наверху. Друг друга убивают, как всегда. Особенно сегодня же воскресенье. Вот такой биомусор живет на земле и мешает жить нормальным людям. 3:30. Нормально, что? Самое время драться. Аж их бедная собака там пугается. Мне жаль, когда животные таким ублюдкам попадают. Они потом, знаете, такие агрессивные становятся, нервно истощенные, потому что каждый день драку видеть. Собака как ребенок. Вот. Вырастают агрессивными. Ну ладно, забудем про тварей. Просто если крики услышите, знайте, что это наши алкаши. Дорогие друзья, испокон веков соль использовали для чисток. Соль жарили с травами определенными, со зверобоем, с полынью. Есть специальные дни жарки соли, специальные традиции с специальными заговорами. Иногда на соли чертили руны, это в скандинавской, скажем, скандинавской магии. Считается, что соль, ну, естественно, соль это кристаллы, кристаллообразные, мелкие песчинки, что соль вытягивает и собирает на себя всякое зло, всякую скверну. Солили мясо, солили варенье, соленье не только для того, чтобы они хорошо сохраняли свой внешний вид и качество, но еще считалось, что солью изгоняют злых духов. Возле порога сыпали соль, на подоконниках сыпали соль. Например, есть традиция такая, если к вам домой пришли не очень приятные люди, после этого вам плохо, нехорошо чувствуете, рекомендовалось сыпать на все подоконники горстку соли, оставить на 3 дня, потом собрать, причем не касаясь, собрать чем-нибудь в какую-нибудь емкость и вынести, выкинуть, что соль вытянет всю эту отрицательную энергетику. Дорогие друзья, дело в том, что соль обладает такими качествами, но для того, чтобы через соль очищать и так суметь, так сильно сработать, у вас должна быть определенная своя сила. Поэтому основное количество вот этих рекомендаций по соли, они работают, но смотря в каком вы состоянии находитесь. Если вы истощенные, уставшие, сработает там процентов на 30, да. Если у вас такой подъем энергетический, сработает на все 100 и так далее. Но вот эта чистка, соляной столб, может, кому-то это название знакомо, такого типа, такие чистки, соляной столб, есть у многих мастеров. Прям так и называется, соляной столб. Но в основном там чистка помещений, чистка дома, там, квартиры и так далее. У нас с вами совершенно другой соляной столб. Это чистка человека. Дорогие друзья, мои чистки, которые я даю обычным людям, они, если окончательно не снимают их, вот эти черные метки и проклятия, то на время останавливают однозначно. Какой бы сильной не было, скажем так, какая-то чернота в жизни, то вот эти чистки, которые я вам даю, поскольку я говорю, что чистить должны практики, и так и есть. Но если у человека нет возможности, если у него незначительные вещи, если у него зависть, временный застой денежный и так далее, эта чистка поможет. Либо приостановит на время, даст вам отдышаться хотя бы, набраться сил, набраться возможности, обратиться уже за профессиональной чисткой и убиранием всего этого. Я вообще рекомендую практикам мои ритуалы для всех давать
людям, которые к ним обращаются. Когда вы работаете с человеком, и параллельно человек тоже выполняет некоторые вещи, ваша работа получается с двойной мощью, понимаете? Она сильнее, лучше срабатывает. И поэтому вот эти чистки, которые я рекомендую, я иногда даю людям, с которыми работаю. Я говорю, что если вы хотите ускорить этот процесс, давайте вы тоже проведите. Это ускорит, усилит ту работу, которую я с вами выполняю. Я решила как бы на этой неделе, ну и на той уже, дать вам сильные чистки, отчитки, чистки и так далее, которые вы можете выполнить, естественно, вместе с мастером, вы можете выполнить и одни и так далее. Но если вы работаете с мастером уже, она вас очищает, и вы проведете заодно вот эти чистки, эффект будет сильнее. Но вы спросите, вы должны спрашивать, узнавать, уместно ли, можно ли это провести, чтобы не перепутать, знаете, вот эти энергии. Значит, мне вот эти свечи, которые отправили, сделанные вот ручные как бы свечи с восковых этих, как называется, все забыла. В любом случае, в общем, вот он с травами, эта свеча. Можно свечу с травами взять, можно черную свечу взять, но воск. Можно обычную свечу. Посыпьте соль в емкость, но в такую емкость, которую вы потом вынесете и выкинете, дорогие друзья. И следите, чтобы эта емкость не сгорела. Вот это, например, из бумаги, и опасно. Надо следить, когда уже догорит, надо потушить и оставить внутри. То есть вот вы начитали, перевели на соль, это все берете в какой-нибудь материал, вот материю черную желательно, или в старую рубашку. Вот так вот завяжите узлами, вынесите. Можете вынести на следующий день где-нибудь, оставьте, спрячьте на следующий день и с 3 монетами оставьте возле дерева и уходите. Это очень сильная чистка. Помните, я вам давала от черной зависти с камнем. Господи, сейчас мы убивают друг друга. Вот наподобие того, такая же очень сильная чистка. В принципе, у меня слабых чисток нету, но просто это может очень сильно зашатать вас, прям аж до невозможности. Мой вам совет: делайте в то время, когда вы дома находитесь, потому что у вас может резко начаться диарея, у вас может резко затошнить, голова закружится и так далее. Имейте это в виду. Значит, зажгите свечу. Читайте 6 раз. Когда вы будете читать, у вас охладеют руки, ноги, голова. Будет такое ощущение, как будто вас за уши поднимают просто. Потому что все эти слова, вот это, они с такой мощью будут идти на свечу и уходить в соль. Одним словом, вы это почувствуете. Начнем. Я надеюсь, каждый раз не надо будет напоминать, что это мои ритуалы авторские. Я думаю, что умные люди и так поняли. Я давно уже ничьи не показываю. Когда-то давно показывала ритуалы более старинных мастеров, да, которые, то есть славянской традиции. Но это несколько раз так показала, потому что они были очень интересны. Я показывала в своем понимании с добавлением своих работ. Но уже давным-давно я показываю только свою. Плачь солеными слезами, мой завистник, кто на меня порчу наслал, зло пожелал, черные силы ко мне направлял. Кто сотворил порчу мне в сосуде или в сыром мясе, или на погостной земле, перейди на соль. Что читали на меня в полнолуние, или при убыльной луне, днем или поздной ночью, на закате или на восходе, перейди на соль. Что начитали, что заклинали печатью черной, что отдали восточному огню, чары и заклятия, черные проклятия, перейди на соль. Кто тайный наговор творил, кто на мою голову, что кинули мне вслед колдовство, что сотворили на имя мое, на мой след
на мою тень, перейди на соль. Очищайся, моя душа и тело, от всякого зла, от черного дела. Свечой сгори, на соль перейди, черная метка, черная порча от меня уйди, навек пропади, очисти мою судьбу через слезы воска и силою соляного кристалла. Если была на мне порча, то ее не стало. Навеки сгинула, сгорела, меня оставила. Заклинаю, заклинаю, заклинаю. Извиняюсь, отвлекаюсь, потому что там орут. Не могу сосредоточиться. Ох, аж плохо стало. Ну, это сильные вещи. Как бы там ни было, все равно крутит, вертит. Пользуйтесь на здоровье. Всем удачи.